Приветствую. Хотел бы поделиться своим EDC, то есть Everyday Care, то есть то, что мы носим на каждый день. Сначала маленькая предыстория. И один из моментов. Вот для примера показывал видео, что у меня есть такой мультитул Roxton. С ним, конечно, ходить каждый день очень тяжело, потому что он очень тяжелый. Он где-то более 300 грамм весит, 330 или что-то вроде этого. Ранее у меня был Leatherman Charge TTI, он поменьше, где-то 260, может 250 грамм весит, он полегче, но тоже достаточно тяжелый. И, соответственно, некоторое время назад я решил обновить свои тузы, которые я ношу на каждый день, и пришел вместо одного такого устройства, как мультитул, пришел в конечном итоге к двум вот таким элементам. Значит, первое — это плоскогубцы, без них просто никуда. Это у нас Knipix Cobra XS. Сотка — это 100 мм, то есть 10 сантиметров в длину. Очень удобные, маленькие, компактные, легкие, и можно зажать достаточно много вещей, и действительно достаточно крепкие, то есть они не вылетают с руки, даже вот на 3 пальчика достаточно их зажимать, и очень удобная вещь, пользуюсь просто постоянно. И второй момент, то есть который заменяет нож и разные еще дополнительные элементы, это все-таки дошел до Victorinox. Это у нас компакт, Victorinox компакт. Очень тоже маленький, компактный и, что самое важное, тоже легкий. Leatherman мне очень сильно нравился, но у него есть определенные моменты. В последнее время чаще всего пользуюсь ножницами. И у Leatherman ножницы хорошие, прекрасно режут, но они немного такой специфической формы, и они уступают тем ножницам, которые есть у Victorinox. Как по мне, ножницы Victorinox — это вообще самые лучшие ножницы, которые можно было придумать для таких вот компактных складных ножей. Ну и, соответственно, все остальные элементы, которые нужны бы были, там открывашка, ножик, штопор, может, для кого-то используется для бутылок, но у него очень много разных вещей. Для примера, если у вас есть какой-то узел, который вы не можете развязать, аккуратно используя кончик штопора, очень легко можно подцепить петельки узла и намного легче развязать. То есть штопор можно использовать не только по прямому назначению. Маленькая отверточка здесь есть, то есть получается очень компактный и удобный набор. Или, например, нужно сделать какие-то несколько вещей, что-то отрезать, одновременно держа плоскогубцами. Таким образом это можно сделать. То есть получился достаточно легкий, удобный и компактный набор. Плюсы еще использования вот такого вот ножа типа Victorinox, что здесь не блокируемое лезвие. Для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Но, например, в некоторых странах запрещено носить с собой ножи, у которых лезвие блокируется и которые можно открыть одной рукой. Здесь оно не блокируется именно полностью, как блокаторы в разных ножах, и его нельзя открыть одной рукой. То есть это нож достаточно безопасный в этом отношении для ношения, то есть никаких проблем с полицией не будет. Плюс интересный момент, я вот повесил такой маленький, это вот KeySmart зажим, чтобы на пояс можно было повесить, ну не на пояс, вернее, в карман повесить, положить в карман, и оно на краешке кармана висит. Очень удобная вещь, но зажим достаточно плотный такой, хорошо держит, то есть его потом руками вот так вот вытащить очень сложно. Поэтому у меня тут есть темляк Victorinox-овский маленький, он тоже прячется вот так вот в карман, таким образом. И потом, если мне нужно достать, я просто достаю пальчиком темляк, и за темляк достаю весь нож. Получился очень удобный, интересный комплект. Ну, это, скажем так, основные инструменты. Далее у меня на ключах висит еще два таких маленьких брелка. Один из них — это найткоровский фонарик. Это у нас Tiny 2. Немножко уже подряпанный, но он постоянно в том или ином использовании. И положительная вещь у него здесь очень хорошая, как для меня. У него зарядка USB и
блокировка его полностью. То есть его нельзя просто так включить. То есть просто так он не включится. Светит он достаточно ярко, то есть есть несколько режимов, но есть достаточно яркий, то есть осветить вокруг себя, идти там по лесу с фонариком, уже такие тоже моменты были с этим фонариком, вполне реально. То есть он маленький, но удаленький. И вот такое вот герберовская шарт, Гербер шарт называется элемент, такая маленькая типа отмычка, открывашка, заодно ключик, не ключик, отвертка Phillips. Здесь напрямую отвертки нету, а здесь вот есть прямая вот отвертка Phillips, то есть намного удобнее что-то открутить. А этой части очень удобно, например, там скрепочки доставать, вообще просто шикарно. Пользовался уже несколько раз, очень удобный, маленький и удачный компактный элемент. И, кстати, есть там требования TCI, если не ошибаюсь, так называется. Это у нас, что можно провозить с собой в самолете. И, по идее, вот этот Гербер даже подходит. Но так как мне чаще всего из всего этого использую ножницы, мне, например, было бы интересно вот такой элемент, но с ножом, то есть Victorinox Compact, с ножом я его не могу перевозить. Есть мысль доработать, попытаться докупить какие-то детали, вытащить отсюда нож, поставить что-то другое, чтобы сделать возможным провозить его даже с собой в самолете. По идее, все остальное подходит, даже ножницы, а ножницы здесь великолепные. Есть маленькие Victorinox с маленькими ножничками, но там не такие удобные. Здесь намного лучше, то есть это очень шикарный вариант. Далее то, что я с собой ношу, это у меня есть ручка. Это у нас Downforce Pilot Downforce BTW 40F. Она пластиковая, так типа называется строительная ручка, пишущая везде. Вертикальная, горизонтальная и так далее. Ну, из-за того, что она пластиковая, некоторые думают, что она не выдержит какого-то падения. Не раз у меня уже падала, на нее можно и наступить, ничего с ней не будет. То есть реально ударопрочная, ударостойкая ручка. Очень классная вещь. Что еще с собой ношу? Есть такой вот элемент, как линза. Очень помогает вообще в общем где-то вхождении, в жизни и так далее, потому что, как мы все знаем, сейчас начинает все более меньшими буквочками писать тексты на различных упаковках. И иногда увидеть не составляет каких-то, требует определенных усилий для того, чтобы увидеть. Когда у нас есть такая линза с собой, то намного все упрощается. Ничего не весит, легкое и так далее. Поэтому все элементы вот здесь указаны, да, в принципе, все облегченные. Здесь пластиковая, здесь легенькая. Все элементы очень легкие. Единственный момент, на котором я еще думал некоторое время назад, это по поводу того, как летать более удобно и иметь с собой как минимум ножницы, был вот такой вариант. Я некоторое время назад прикупил, попытался попользоваться, но пока не уверен. Тут это викториноксовский наборчик. Здесь тоже есть лупа, есть типа мультитул разными отверточками. Есть свет включается, то есть тут можно включить фонарик, подсветить где-то, например, найти замочную скважину, что-то вроде такого. И есть, соответственно, ножницы, то, что мне было более-менее интересно. Но ножницы здесь маленькие. Они не такие классные и удобные, как вот на именно Victorinox компакте. То есть на тех ножах, которые 91 мм, то есть 9,1 см, у них ножницы просто шикарные. Вопросов нету. Эти ножницы немного другого размера, мелкие, но они точно так же хорошо режут. Но для меня оказался неудобный момент, как ими пользоваться. У меня пальчики достаточно немаленькие, и вот так в эту дырочку что-то просунуть и как-то держать его, очень сложно. Единственный вариант, каким до какого дошел, вот на мизинчик его одевать и вот так пользоваться. Можно что-то отрезать, и ноготь отрезать, и что-то там мелкое, но не так удобно. То есть я еще сомневаюсь. Но ножницы сами по себе, что маленькие, что большие, режут просто замечательно. То есть тут
вообще вопросов нет. Ну и последний элемент, вернее, который у меня тоже всегда с собой в сумке, это блокнотик. Очень часто приходится какие-то вещи, что-то записать. Не всегда удобно на телефоне. Иногда полезно что-то зарисовать, даже какую-то там табличку сделать на быстрый срок. Это намного проще на блокнотике. Или же надо оставить какую-то записку, кому-то быстренько написал что-то, оторвал листик и оставил. Это очень удобно. Это блокнотик Moleskine. Очень неплохая фирма. Это, по-моему, листики, которые даже при намокании спокойно можно на них писать. Ну и ручка, соответственно, тоже позволяет писать даже на намокших листиках. Вот где-то такой вот у меня EDC получился, который на каждый день с собой у меня всегда в сумке. Если кому-то было интересно, ставьте лайки. Если есть вопросы, задавайте, отвечу.